18 мая 1972 года в Советском Союзе произошла крупная авиакатастрофа. Разбился самолет, выполнявший рейс Москва-Харьков. Погибло около 100 человек. Среди них большая группа детей, летевших на отдых в пионерский лагерь «Артек», и известный артист эстрады Виктор Чистяков, ныне почти забытый. И с тех пор я никогда не молчу. Я для вас, для полуношников звучу. Знаю я всякий раз, что я вас не огорчу. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу и вновь лечу. Захочу я, то к звездам полечу. Он был похож на комету, которая пролетела над землей, неожиданно появившись, и также неожиданно исчезла. У него аппарат был уникальный, конечно. Уникальнейший. Он иногда пел лучше тех исполнителей, которых он пародировал. По чистоте звучания, по чистоте интонации, по образу. Бывало даже так. Это был уникальный аппарат. Это от Бога, конечно. Он был настолько светлый человек, солнечный. Такой, солнечный зайчик. Он, когда входил, то все освещалось. Все освещалось его талантом. Он прожил всего 28 лет, 4 из них на эстраде. И этих 4 лет ему хватило, чтобы завоевать всесоюзную известность. Чистяков был желанной персоной на телевидении и радио. Ни один значительный концерт не обходился без этого артиста. На эстраде Виктор появился в 1968 году. Произошло это в Ленинграде на обычном концерте. Только что зрители воочию восхищались пением Зыкиной и Пьехи, популярнейших тогда Козловского и Лемешева. А тут, оказывается, есть артист, который один может спеть за них, за всех. Пьеха-Хиль, Пьеха-Хиль, Чистяков. Хорошо, что поезд отправляется, хорошо, что я смотрю в окно. Хорошо, что песня продолжается, ведь она придумана давно. Если все у дружбы получается, зритель скажет, это хорошо. Если популярность не кончается, это значит тоже хорошо. Если Броневицкий улыбается, значит все у Пехи хорошо. Хорошо, 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 наш год прошел. Я так думаю, что это был либо конец 69-го, либо начало 70-го. Витя тогда был непременным участником почти всех больших эстрадных концертов. И через очень короткое время, когда ведущий объявлял его выступление, он не успевал даже произносить фамилию. И просто говорил... Выступает наш гость из Ленинграда. Артист драматического театра имени Комиссаржевской Виктор Чистяков.
На тот рейс в Харьков Виктор, как всегда, опаздывал, но самолет задержали. Летчикам сказали, что Ан полетит в последний раз, и его потом поставят на прикол в Харькове. Экипаж отказывался лететь на ненадежной машине, стали выяснять отношения с начальством. Победил формализм. Поскольку самолет был харьковский, было решено все-таки перегнать его туда. Когда Вите было 3 года, мать повела его в театр, на балет «Лебединое озеро». Спектакль поразил мальчика, и дома он устроил целое представление. Он пришел, он был весь еще вот как-то продолжение этого балета. Он пытался что-то подражать. Это было так изящно, это было так красиво. Маленький мальчик, и вот он сейчас подражал этим балеринам. Вот он эту музыку, он ее слышал душой. На Витиной импровизации обратила внимание знакомая артистка балета. Она посоветовала родителям: мальчик одаренный, отдавайте в Вагановское. В хореографическое училище Витя поступил легко, хотя конкурс был большой. Необычайно пластичный, музыкальный, он был одним из лучших в классе. У нас достаток в семье был очень скудный. Хоть 2 родителей работали, и с питанием было плохо. И у него и аппетит-то был уже неважный, потому как уставал. Ну и папе, конечно, вот этот изможденный ребенок душу, конечно, терзал, и он настоял, чтобы Виктор закончил с хореографическим училищем и приобрел какую-то специальность. Отец Виктора считал, что артист балета не мужская профессия. Вот уметь работать руками – другое дело. И отправил сына обучаться на токаря. Виктор, когда рассказывал о том, как эти болванки, или там что-то он там перетаскивал, перевозил там что-то, мы все животики надрывали. Потому что все это было и в лицах, и в красках, и так, как это Витька мог преподнести все. Когда отец отлучил Витю от балета, тот, недолго думая, пошел в музыкальное училище. И в этой ситуации вполне проявился его характер. Не вступая в конфликты, он упорно шел к своей цели. В Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии Виктор поступил с первой же попытки. Его сокурсниками и друзьями были будущие театральные звезды Роман Громадский, Валерий Петров, Владимир Особик. В этом кругу очень любили шутки и веселые розыгрыши. И Витины таланты сразу оценили и педагоги, и друзья. Виктор, он был по своему характеру сова такая. Он мог долго не спать, но встать утром для него это была удивительная проблема. И он очень часто опаздывал. И каждый раз Виктор придумывал причину. То мост развели, то колонна танков перегородила дорогу. Но наступил день, когда преподаватели сказали: хватит. Минут через 10 стук в дверь в аудиторию. Огромные эти двери, белые, в этих огромных дверях появляется маленький субтильный Витя. И с таким узкое такое лицо, испуганные глаза. Извините, Татьяна Григорьевна, можно? Нет, Виктор. Хватит, нам надоело ваше разгильдяйство. Все, терпение наше закончилось. Закройте двери, выйдите. Он весь бледный, говорит: Татьяна Григорьевна, я прошу вас, мне не до шуток, выслушайте меня. У меня очень уважительные причины. И, Татьяна Григорьевна, у меня повестка была в военкомат. Я проходил медицинскую комиссию. И вот у меня заключение. И показывает справку, где перечисляется целый ряд анализов его, и написано: давление 220 на 0. Все прекрасно понимают, что такого давления быть не может. Это мертвый. Но у него написано 220 на 0. Студенческие годы Виктора пришлись на хрущевскую оттепель. Точнее, на ее конец. Еще ощущалась относительная свобода. В театрах, институтах, вообще в интеллигентской среде необычайно были популярны капустники.
В них под видом шутки можно было высказать мысли, которые в иных обстоятельствах не простили бы. И весело посмеяться над собой и любимыми педагогами. Я у них иногда читал лекции по истории театра, по истории литературы. И вот я помню, как я поднимаюсь по лестнице, опаздывая на лекцию к ним, и слышу за дверью аудитории свой голос. Просто вот свою интонацию, свои слова, свою лексику, свою манеру говорения. Это что-то, это мистическое. Я здесь, а голос мой уже в аудитории. Я уже что-то там читаю студентам. Я просто поначалу растерялся, я был в каком-то смятении, вхожу в аудиторию и вижу, как, видите, стоит перед студентами, и вот в моей манере им вещает что-то. У нас был какой-то, посвященный какой-то дате, институтский капустник общий. Поможете мне? Я хочу сделать пародию. Я его спросила, как, что, чего. Ну вот он мне объяснил, что он хочет там пародировать певцов и сделать такой номер, концерт по заявкам. Дорогие радиослушатели, сегодняшний концерт составлен по вашим заявкам. Группа научных сотрудников в НИГРИКе Профторблом-Облфанеры проводили в заслуженный отпуск старейшую револьверщицу револьверного цеха Анну Анисимовну Косых. Сейчас наша Анка-револьверщица, так любовно называют ее товарищи, отдыхает по горящей путевке в Дебунах. Передайте для нее что-нибудь Козловское, пишут они. Дорогая Анна Анисимовна, мы выполняем заявку ваших товарищей. В эфире народный артист СССР Иван Семенович Козловский. Он адресует свой музыкальный привет вам, дорогие именинники сегодняшнего дня. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. И знаю я, что вашей воле всех нарушить, телей поймать и знаю. Что в ваших силах покой и счастье. Впоследствии концерты по заявкам принесут Чистякову первый успех на профессиональной сцене. Благодаря радио и телевидению его узнают и полюбят миллионы. А искусствоведы назовут первопроходцем в жанре музыкальной пародии. У него было несколько персонажей, которыми он нас всех близких своих развлекал. Замечательный был персонаж коммунальщик. С таким вот голосом, который боролся с советской властью и обещал всех посадить, написать. И вот это такой коммунальщик, который... Я ухватил его, этот персонаж. А в какой-то момент было так. Вдруг он остановился, это был 1972 год. За 2 недели до гибели. Он сказал, ты знаешь... Что-то я ревную, что ты вот так ухватил из моего коммунальщика. Давай сделаем так. Ты перестанешь быть коммунальщиком, я тебе его подарю, когда меня не будет, он будет твой. Он сказал так, что я даже не стал не по себе. Я говорю, ну, Бог с тобой, живи долго. Я отказываюсь от него. Через 2 недели его не стало. В
В тот роковой день, 18 мая 1972 года, жена Виктора Наташа собиралась полететь вместе с ним в Харьков, чтобы там отметить годовщину свадьбы. Но в последний момент Виктор переиграл. «Давай я полечу один, а когда вернусь, то мы здесь и отпразднуем». Он влюбился в нее сразу, как увидел. Она училась вместе с ним на одном курсе. В 17 лет Наташа Рыбакова слыла настоящей русской красавицей, статной, пышной. Виктор звал ее Матрен Денев. На старших курсах с помощью диеты Наташа сильно похудела. В том, что считала важным для себя, она умела проявить характер. Виктор с Наташей дружили все студенческие годы, а поженились перед самым выпуском. Звезду курса Чистякова в это время приглашали лучшие театры Ленинграда. И у нее, как считала Наташа, шансы распределиться вместе с мужем резко возрастали. Наташа была удивительно интересная, просто интересная женщина сама по себе. Изящная, стройная, блондинка, с хорошими чертами лица. Вот. По-моему, Витя, вот если бы он жил сейчас, вот Наташа и была бы его женой, потому что вот если он любил, то вот ее он очень любил. И это было видно. Они были такие разные. Потому что если Наташа так прочно стояла на земле, во всех отношениях, меркантильных ли, зависти актерской к успехам мужа, это тоже было. К зависти той, что она как бы просто была средней актрисой, средней. А Витя, он на земле не стоял. Он настолько был выше всех ситуаций, всех какой-то обыденности нашей. Преподаватели считали Наташу перспективной. Но, к сожалению, ни в Ленинградском театре имени Комиссаржевской, куда она распределилась вместе с мужем, ни позже в московских театрах актерская судьба ее не сложилась. Наташа из массовок не выходила, никаких ролей не было. Можете себе представить, при том, что как бы самооценка несколько завышена, и вот это вот ожидание к чему приводит? Ужасно, это ужасно. Правда? Согласитесь со мной. Кошмар. Это кошмар. И кто виноват? Тот, кто рядом. У кого есть. Вот что такое семья двух актеров. Когда один талантлив, а другой, так сказать, не удел. Девица была такого истеричного характера. Так что могло моментом что-то такое взорваться, там, и закатить истерику, и кричать, и визжать, и бить посуду, что-нибудь такого плана. Вместе они прожили 6 лет. Но семейной жизни в традиционном понимании, с упорядоченным бытом и финансами, не было. Не дом, а проходной двор, ворчали иногда родственники, навестив молодую семью. А Виктору, казалось, нравится продолжение студенческой жизни. Когда он стал популярным артистом, городские власти выделили ему небольшую двухкомнатную квартиру в престижном доме на Васильевском острове. По тем временам для молодой семьи это была редкая удача. Но наслаждаться долго комфортом вдвоем Виктор и Наташа не стали. Как-то позвонила знакомая актриса из их же театра, Мария Ганецкая, и между делом посетовала, что ее с мужем, тоже актером, выставляет на улицу хозяин съемной квартиры. Виктор отреагировал мгновенно. «Переезжайте к нам». Витя, он не считал денег. Он приносил все, как бы мы одна семья. Он любил иногда нас всех побаловать хорошей бутылкой вина. Принесет там, купит по дороге где-то после концерта хорошая бутылка вина, какими-нибудь... Это у нас были праздники такие вот. Он любил со вкусом одеваться, это бесспорно. Публичный человек должен и выглядеть публично. А Наташа старалась дотянуться. И вот эти ее старания дотянуться приводили к конфликтам на базе денег. Только на базе денег. Давай. Понимаете? А давать иногда было и неоткуда. Дорогой, где мы проведем новогодний вечер? Je ne pourrai
papa, le papa même voudrait. Мы проведем его дома у телевизора. Опять эти рекламы, эти боевики, эти агенты 007. Mais mon amour, ne me quitte pas. В то роковое утро он проспал. Разбудил Чистяковых телефонный звонок. Трубку взяла Наташа. Незнакомый женский голос попросил передать Виктору, что произошла задержка его рейса, и он может успеть на самолет. Наспех собрав вещи, Виктор выскочил из дому, поймал такси и помчался в аэропорт. После гибели мужа Наташу преследовала навязчивая мысль, что это смерть звонила ему. Когда Чистяков был еще студентом, его заметил главный режиссер Ленинградского Большого драматического театра, знаменитый Георгий Товстоногов, и пригласил в свой театр. Чистяков выдвинул условия. Вместе с ним принимают и его жену. Но мэтр на это не пошел. Они пробовали устроиться вместе в другие ленинградские театры. Согласились в театре имени Комиссаржевской. Он блистательно играл у Шварца «Короля в обыкновенном чуде». Блистательно играл. Это лучшее, так сказать, что я видел в драматургии Шварца. Это да, лучше, чем в фильме, потом, который снял Марк Захаров. Он удивительно играл его. Точно, сочно, ярко. Вот. Это была его лучшая драматическая роль. В театре имени Комиссаржевской Чистяков подружился с молодыми актерами Ильей Резником и Станиславом Ландграфом. У них тоже было не густо с ролями. Но артисты не унывали. Избыток молодой энергии выплескивался на подмостке закулисного театра. Для него непризнанные пока дарования писали сценарии, сами ставили и играли. А когда обнаружили, что их сосед по гримерке обладает даром имитации, Резник и Ландграф тут же сели писать для него пародийный текст. Первое же выступление Чистякова в закулисном театре произвело фурор. И вот здесь, именно здесь возникла вся эта история. Значит, Витя только приходил и говорил: ребята, приближается 50-летие Ленфильма. Нужны пародии. Петь будут того-то, 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 того-то. Все. Мы отбирали только фамилии певцов и писали уже на них. А с Ильей, причем Илья в основном лежал. Это я всегда говорю, это так и было, это факт. В каждой дате вот мы писали какие-то специальные тексты. Я помню, что Женка пела «Тебе подарила, а ты подарил мне кисет». Помните? И твой старшина портсигар. Я помню синий платочек, и твой старшина портсигар. Ну, такие элегантные были. Я ничего не забыла, хоть принесла столько лет, тебе подарила я синий платочек, ты подарил мне кисет. Но вот сыграл гарнист свой победный, сигнал, и снится мне ночью мой синий платочек. И твой старшина портсигар. В его пародиях была какая-то высочайшая доброта и глубина одновременно. То есть он никогда не злословил. Поэтому, кстати, та же Шульженко восхищалась им, но никогда в жизни
она как-то не огорчалась, не раздражалась по поводу его пародий. Рассказывают, как-то Клавдия Ивановна Шульженко и Виктор Чистяков выступали в сборном концерте. Чистяков репетировал на сцене номер Шульженко при включенном трансляторе. Клавдия Ивановна в это время сидела в гримерке. Услышав его, она удивилась. «Это же я пою, но почему текст другой?» Он потрясающе изображал и Кристалинскую, и Зыкину, и Эдиту Пьеху, особенно женщин. И мужчин тоже, Палладу Бюльбюль-Аглы, Магомаева. Я сейчас вспоминаю, вот нынешние пародисты, я не хочу их обидеть, но на его фоне, конечно, поблекли бы. Он меня спрашивал, кто мне нравится из артистов. Там, ну, я, конечно, тогда мало что знал и там называл ему какие-то имена. Я понял, что это был просто повод, чтобы... А он мне настоящих, он очень любил Эдит Пиаф. А сам он вообще, вот сейчас я уже знаю, там, знаком с творчеством Марлен Дитрих, там, Греты Гарбо. Вот его талант был уровень таких звезд, мировых звезд. Это даже не Советского Союза было такое национальное достояние, это было достояние всего мира. Он уже раз оказывался на волосок от гибели. В Ленинграде в последний год своей жизни. И спас тогда Виктора его друг Сергей Осинцев. Поздно вечером, после концерта, они переходили трамвайные пути возле станции метро «Площадь Восстания». Они видели, что приближается трамвай. Внезапно Виктор рванул на перерез, а не ожидавший этого Сергей не сразу отреагировал. В следующий миг железная громада оказалась рядом. Каким-то чудом в последний момент Сергею удалось ухватить концы длинного шарфа, развивавшегося за спиной Виктора, и вырвать его из-под колес. Все тексты пародий, прежде чем попасть в репертуар Чистякова, должны были пройти контроль на благонадежность. Или, как говорили тогда, правку красным карандашом. Сейчас в это трудно поверить, но цензура запретила чистяковскую пародию на детскую песенку. Вот уже подряд 2 дня я сижу, рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу тело свет, самый свой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. Это пела вот девочка Ирма Сахадзе. «Оранжевое небо», да? Пародия, которую закрыли. А Витя потом ее пел. Но не в Ленинграде, потому что карандаш был ленинградский, наш, из управления культуры. Наш химический завод выкрасил природу. В небо дым его идет, а отходы в воду. Живописец химзавод, дым оранжевый идет, оранжевая речка, оранжевая травка, оранжевые лодки качаются везде, оранжевые дети поймали на рассвете оранжевую рыбку в оранжевой воде. Нам сказали, что это антисоветская частушка. Иногда так он близко подходил к персонажу, что становилось даже страшно. Это да. Настолько точен был показ, что ты смотрел, нет, так не бывает. Но это было. Это было. Он никогда не был самим собой на сцене. Это всегда был образ. И вот, как говорил Вицин, уходя со сцены, не забудь выйти из образа. Вот он забывал выходить из образа часто и продолжал еще за кулисами что-то там, то, что ему было, видимо, сложно сразу вот перейти от такого... Потому что рубашка у него всегда была мокрая. Знаете, все думали, что он вот такая легкость, так все это ему легко дается. Ничего подобного. Я тоже ему сказал, ну, говорю, пойду выступишь там. И он мне вот после в оперном театре показал, посмотри, какая у меня рубашка. Бывало так, что если у него, допустим, 3 концерта за вечер, да, и его перевозили с одного места на другое, потому что его рвали на части. Иногда бывало, вот он садился, и, знаете, когда зрачки повернуты внутрь, абсолютно опустошенный человек. Но вот эта подзарядка длилась, ну, от силы минут 10-15. И потом снова включался эта электроэнергия, и это снова было. Смотрю я в телевизор,
сам тебя не вижу. И подойти поближе, и помаши рукой. Тебя я не забуду, тебя ищу повсюду. Уже смеются люди, что ждут звонок я твой. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Ну перестань смеяться и позвони скорее. Но я не понимаю, зачем ты так сердита. Ну перестань смеяться и позвони скорее. Витя работал такое количество концертов в день, что не уставать, это было бы просто странным. Причем это было то несчастное с точки зрения сегодняшних представителей шоу-бизнеса время, когда никому не приходило в голову спрашивать, что такое фонограмма. И все концерты всегда были только вживую, на стопроцентной выкладке. Никогда Витя себя не жалел на сцене, никогда. Я вообще не понимаю, что значит выходить на сцену и себя жалеть. И в этом смысле он был абсолютно примерным. За 4 года на эстраде Виктор выступил в 1000 с лишним концертов. От Москвы до Тюмени и от Ленинграда до Сочи. Одно его имя в афишах обеспечивало аншлаги. В тот день вместе с Виктором в Харьков собирался полететь его друг и администратор Владимир Кауфман. Но в последний момент Кауфмана по неотложному делу вызвали в Ленконцерт, и билет пришлось сдать. Ему хотелось в Москву все-таки. У него не складывалась судьба драматического актера в театре имени Комиссаржевской. Это был очень хороший театр с хорошим главным режиссером Рубеном Агамерзяном. Но Витя немножко раздражал свой коллектив, раздражал своего главного режиссера. Ну как можно было что-то планировать, если его пару раз за неделю вызывали в Москву? В приемную театра директору звонили из ЦК или из министра культуры. Витя был так далек от политики, что когда ему первый раз пришлось выехать за границу, а визави сидел крутой начальник в погонах и проверял, насколько Витя знаком, кто там Бангладеш, король, президент или все прочее. И когда начал его этот КГБшник жюрить, товарищ Чистяков, как же так? Вы отправляетесь за границу, вы представляете такое государство, Советский Союз, и не знаете элементарных вещей. Вы комсомолец? Ты Витя сам рассказал. Витя вскакивал: да, давай не расставаться никогда. Он брал юмором, потому что газет он практически никогда не читал. Все, кто общался с Виктором в последний год его жизни, явственно ощущали. Перед ними человек, полностью сжигающий себя. Бесконечные перелеты, переезды, вечный цейтнот. И выступления, выступления, выступления. Бывали дни, когда он давал по 6 концертов. Конечно, после этого он был изнурен, просто выпотрошен эмоционально и физически. И близкие друзья стали Чистякову говорить, что с пародиями нужно не то чтобы заканчивать, но делать пореже. И тогда и сейчас мне довольно трудно объяснить, как в свои неполные 30 лет человек мог настолько много знать о жизни, что одной из любимых его фраз, он редко ее произносил, но в кругу близких он иногда говорил: все печально, все безысходно, все имеет только один конец. Ничего окончательно хорошего и счастливого от жизни не ждал. Он был не по годам мудр и печален иногда. За день до своего вылета в Харьков Виктор получил пачку фотографий. На этих фотографиях, это уже потом заметили родные и друзья, он не похож на себя. Таких глаз у него никогда раньше не было. В них предчувствие судьбы. Ведь мы с ним 22 апреля в Свердловске шли пешком во дворец спорта на концерт, он остановился. Хорошо помню место, где это произошло. И он сказал: я чувствую, что я не умру своей смертью. Рада Волшининова, цыганка. Она ему гадала по руке. И она сказала: я тебе не скажу. И закрыла руку. И он потребовал.
И она сказала: ты года не проживешь. И этому суждено было сбыться. Он реализовался на, я думаю, только на 20-30% своего потенциала. То есть, если бы он бы жил, это был бы еще фейерверк. Никто потом, идущий вслед за ним, не могли повторить вот такого. Это было золотое горло. В эфире артисты театра музыкальной комедии. Они исполнят сцену и терцет из оперетты Дунаевского «Белая акация». Как хотели 4 апреля, 4 апреля, ты помнишь, как хотели в театр оперетными пойти. В театр мы не попали, билет мы не достали, билет мы не достали, в театр мы не попали, мороженое ели ассорти. Можно, мы придумали давно сходить экскурсии в кино. Ах, Тоня, ах, Тося, не пойдем с тобой в кино. Мы съели 10 эскимо. Ну, что же, прощайте, оставайтесь вместе с вашим крем-брюле. В Москве он прожил меньше года. Но куда бы он ни приходил, все узнавали пародиста Чистякова. И очень скоро в столичных творческих кругах у Виктора завязались полезные знакомства. С ним хотели сотрудничать, на него рассчитывали писать и ставить сценаристы и режиссеры игрового кино, аниматоры и композиторы. Он строил планы, где-то уже что-то начинал делать. И вместе с тем продолжал ездить с концертами. Это вы пикалками будете закрывать мою речь, когда, если я попытаюсь рассказать, как он, допустим, выступал в ЦК КПСС и становился на вахте, там, где стояли КГБшники, он становился рядом с ними и проверял и ощупывал всех проходящих артистов вот этим голосом коммунальщика, требовал у них, чтобы они все раскрывали, все. Он сердился, злился, матерился, и это было не грязно. А КГБшники не знали, что и делать, как реагировать. В конце концов, он забирался, такой шкафчик, где написано «пожарный кран», где кишка, все это, да. И они говорят: куда, Виктор Иванович? Уйди. Он говорит: отойди, я слежу, отойди. И они покатывались со смеху, но ничего с ним сделать не могли. Потому что это был фейерверк вот какого-то импровизации. Когда Виктор примчался в аэропорт, регистрация его рейса уже закончилась. Но служащие аэропорта помогли известному артисту быстро пройти контроль и проводили на посадку. И тут возникло еще одно препятствие. От его самолета уже откатили трап. Накануне гибели Борис Сергеевич Брунов, который вел этот концерт в колонном зале, задал вопрос Вите: что это за форма одежды, почему на тебе черная рубашка? И Витя отшутился, он сказал: что вы ко мне пристали, у меня траур. Это было меньше, чем за сутки до гибели. Бегущего по полю Чистякова увидели в иллюминатор музыканты, летевшие с ним на концерт. Сказали бортпроводницам, и трап снова приставили специально для артиста Чистякова. К вечеру 18-го, не дождавшись звонка Виктора из Харькова, я стал обзванивать гостиницы Харькова, чтобы найти там. В одной нет, в другой нет, в третьей нет. По второму разу звоню в гостиницы. А дело было уже, наверное, часов в 10, после 10 вечера. Звоню по второму разу. В одной из гостиниц: а кто спрашивает? Я говорю: вот мне нужна группа артиста Виктора Чистякова. А кто его спрашивает? Я говорю: из Ленинграда, администратор его. Молчание. И
Вы знаете, я вам ничего не могу сказать ничего точно, но по Харькову прошли слухи, что сегодня под Харьковом разбился московский самолет. Удар, который мы пережили, когда узнали о случившемся, он был, конечно, так сказать, равносилен какому-то параличу. Клянусь, параличу. Я плохо помню эту ночь, эту трагическую ночь. На следующий день мы уже сообщали Витиным близким, сестрам. Я поехал к старшей сестре Галле. Я стирала в ванной. Я с мыльными руками, значит, открываю дверь, увидела их. До меня и тут не дошло, что на физиономиях что-то другое написано. Я, значит, это с ликованием. Ой, сколько лет, сколько зим, как хорошо, что вы пришли. А потом только что случилось. Мы собрались, круг общения, через него я вышел на Юру Энтина, Гену Гладкова, Алексея Рыбникова, Василия Ливанова, как бы вот этот круг. И мы сидели, опять-таки, в моей комнате, там, где мы сидели с ним живым, и вот эти поминки. И мы сидели, и мне говорят, а помнишь, и каждый раз помнишь, и тогда я понял, да, в поминках есть вот это вот, когда человек рядом с нами, как будто он сидит рядом с нами. И вот прошло уже много лет, уже 33 года я живу на свете после Виктора. А вот все равно вот эта незаживающая рана, она осталась. Она осталась, потому что такого человека я не встречал в своей жизни.